Да, в итоге, что у нас сейчас тут происходит? Растопленный шоколад. Какая же у него, кстати, температура? 45 градусов. Перед тем, как мы сможем работать вместе с шелком для подготовки шоколада к работе, нам нужно установить сначала температуру. Температура должна быть шоколада не выше 34 градусов. Но на нашей бане темперирующей я установлю 35,5. Почему? Потому что цех у нас холодный, это рабочий цех для работы с шоколадом, значит, у нас температура 18-20 градусов. Соответственно, эти 18-20 градусов охлаждают поверхность шоколада. И за счет того, что нужно компенсировать вот это вот дополнительное охлаждение шоколада, поверхность его, мы установим не просто рабочую температуру на темперирующей бане для темного шоколада до 33-32 градуса, а возьму немного чуть выше, вот как раз с этой поправкой, чтобы компенсировать охлаждение цехом нашего шоколада, и он не был слишком густым, Давай он не перекристаллизовывался. Я предлагаю сейчас то же самое, но только без углублений. Прямо сейчас наша задача показать, как вообще не задумываться о процессах. Давай просто расскажем ребятам, что нужно включать, выключать для того, чтобы у нас получился результат. Включаем кнопку питания и выбираем скорость. Либо первая, она более медленная, либо вторая, более быстрая. Удобную любую скорость выбираем, и у нас начинает шоколад перемешиваться, и мы видим, как из сливного носика он сливается. Вот мы можем регулировать поток, но он не темперирован. Нам сейчас нужно дождаться, когда шоколад в емкости опустится до какой температуры? Шоколад до 33 градусов. До 33 градусов. Значит, обратите внимание, друзья, не нужно ориентироваться на температуру, которая у нас на контроллере, потому что температура на контроллере показывает маленькое локальное пятно снизу в ванне. То есть это не та температура, которую имеет шоколад в целом. Для того, чтобы вам понимать, а какую же именно температуру имеет шоколад, нужно использовать вот такой пирометр и измерять эту температуру с поверхности. То есть мы видим, что по факту это 40 градусов. То есть на контроллере 45, на пирометре 40. Это абсолютно нормально. То есть контроллер — это инструмент, который позволяет вывести нашу ванну в рабочее положение. И там не должно совпадать температура на дисплее с реальной температурой. Вы просто понимаете, благодаря этим данным, вверх нужно подниматься, либо вниз. Но фактическую температуру вы всегда узнаете по пирометру. То есть пирометр — это еще один важный и нужный инструмент, без которого работа у вас не получится. Для того, чтобы затемперировать шелком, нам нужно на контроллере установить 35 градусов, верно? Значит, 35 градусов мы устанавливаем. Я рекомендую оставить лейку для того, чтобы поток шоколада лучше проходил и быстрее остывал. Если у вас есть кондиционер в помещении, то включите его на всю мощность, чтобы температура там упала до 20-18 градусов. Так шоколад в емкости в ванне быстрее охладится до какой температуры? До необходимой температуры 33-33,5 градуса. 33-33,5. Вот смотрите, Игорь именно об этом говорит, о чем говорил только что я. То есть на контроллере у нас будет показывать 35, а в ванне шоколад уже будет 33 градуса. Это та самая температура, при которой мы будем с вами добавлять шелк. Вот в такой пастообразной форме. Вот в такой пастообразной форме. Но об этом чуть позже. Сейчас мы с Игорем дождемся, когда же у нас в ванне температура упадет до 33 градусов, чтобы быстро и легко затемперировать шоколад. Наш шоколад остыл до нашей нужной температуры, а именно превосходно. Прежде чем мы подготовим шоколад и прольем превосходные плитки, мы сначала покажем, а что значит нетемперированный шоколад. То есть каково это, если залить плитку неподготовленным шоколадом. То есть не прикристаллизованным, не темперированным. Вспоминаем леечку, регулируем, чтобы было комфортно заливать плиточку. Так, Игорь, и это мы не темперированным шоколадом, то есть это просто шоколад остыл в емкости, и мы решили залить. А будет ли работать? Вдруг все это на самом деле та самая магия, которая никому и не нужна. Просто можно охладить шоколад до 32-33 градусов, и так будет работать. Вот поэтому, друзья, давай я уберу сразу в холодильник. Пусть она остывает. Вот для этого, друзья, мы с вами проведем маленький эксперимент. То есть, напомню, да, еще раз, у нас 30. Будем помечать, чтобы нам поверили. А мы просто возьмем другой рельеф, другую картинку. Вот у нас здесь картинка вот такая, а здесь картиночка, рисуночек. Вот, покажи. Вот он, вот такой. Все, запомнили, да?
Значит, давай еще разочек проверим. Да, у нас сколько тут градусов на контроллере? Давай На посмотрим. контроллере 35,5. То есть мы специально установили именно эту температуру, потому что в цеху холодно, чтобы компенсировать вот это. И температура была подходящая, рабочая. То есть, еще раз обращаю ваше внимание, температура на контроллере не должна совпадать с температурой в ванне в емкости. То есть, это рабочий инструмент, которым нужно умело управлять, когда нужно повышать, когда нужно опускать. И реальную температуру шоколада мы всегда узнаем с помощью пироги. Так, Игорь, что мы делаем дальше, чтобы его затемперировать? Я вернул мощный поток, чтобы у меня быстрее все циркулировало. Все, я имею в виду, быстрее циркулировал шоколад и перемешал в себе шелк. А шелк мы подготовили, как и говорилось уже ранее, просто положили кусок какао-масла в пакет и оставили его на ночь. Утром мы получили вот такую пастообразную консистенцию, и в этом какао-масле огромное количество стабильных бета-кристаллов. Игорь, Только они, я бы даже сказал, только они, других сколько- нету, сколько другим не нужно- выжить. Сколько, Игорь, нужно добавить этой массы, чтобы у нас шоколад затемперировался? 0,2%. Всего лишь так. Добавляем? Миссель, Вообще в практике обычно Игорь уже знает на глаз, сколько нужно добавить этого самого шелка. и добавлять его буду прям под, прям в поток вот в этот, в воронку. Для ускорения распределения шелка. Отлично, мне кажется, хватит. Нет? Вот как раз надо было это добавить. Ай-яй-яй, давай. Оп, все. 43 грамма. Чуть больше не страшно, это просто мне потом Дима штрафует на эти 3 грамма какао-масла. Вычтем из зарплаты. Сколько ждать, Игорь? Подождем, пока вот, как раз таки шелк мы видим, и он сегментами, комочками, да, крупинками. Вот сейчас он разойдется буквально за 30 секунд, и можно будет приступать к работе. Игорь, все готово? Да, все готово. Крупинки разошлись, распределились, Посмотрим еще раз. комочки. То есть все разошлось Масса однородная. равномерно, все однородно. Ну что, зальем? Потом мешаем. Сейчас включу. Левую немножко далеко отодвинул. Шоколад настолько текучий, что мне даже, в принципе, вибростол-то не нужен. Там вот только один пузырик вышел. Но лишним не будет. Action. Уберем сразу в холодильник, Игорь. Чуть-чуть подождем. Чуть-чуть подождем. Это секретик от Игоря, что нужно чуть-чуть подождать. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Но сколько именно нужно ждать, об этом Игорь говорит подробно на нашем курсе «Профессия шоколадье». Другой дело. Ну что, подождать? Ну, я не хочу. Нет времени больше ждать. Знаешь, чтобы нереально там не... И мы убираем в холодильник на подносе. Значит, смотрите, еще один маленький лайфхак от меня. Очень удобно использовать подносы стандартного размера 600 на 400, а холодильник нужно купить, чтобы этот поднос туда легко входил и было расстояние слева и справа, сбоку, чтобы воздух мог циркулировать и проходить и охлаждать все эти шоколадные плитки. То есть вы можете сюда раз, потом ниже, 2, ну и так далее, 3, 4. И использовать холодильник для поточного производства шоколадных плиток. На один поднос около 20 форм. Не пора ли нам достать наш шоколад? Я думаю, самое время. Так, значит, вот наши плиточки, которые мы отлили. И вот та самая плиточка, которая у нас была. Как пицца. Готов? Божественно. Итак, что мы видим с вами, друзья? А мы видим вот что. Значит, смотрите. Та плитка, которая была не затемперирована и отлита при температуре. кристаллизован. Да, вот она даже вывалиться не может. То есть вот она там застряла. А это просто выходит идеально. Легко. Просто перевернули и выходит. То есть она застыла, но застыла неправильно. Я не знаю, видно ли вам на камеру, но здесь видно такая как бы седина, такие серые разводы. А здесь структура идеальная, ровная, темная. Ну, давайте все-таки мы достанем ее. Если вот немножко понажимать,
достать ее можно. И смотрите, что у нас происходит. Смотри на кадр. Видишь, как она играет? Пружинит. Видишь? Пластилин. Пластилиновая. Она такая очень мягкая и пластичная, потому что в ней кристаллическая решетка слабенькая, кристаллики крупненькие, и структуру удержать не могут. Игорь, А здесь? тебе. Держишь? Не, давай одну. А здесь все хорошо, то есть здесь невозможно вот этот... Вот я ее сдавливаю. Давай еще раз вот на это покажу. Смотри. Вот я и пытаюсь давить, она не гнется. Она хрустит. И потом она ломается. То есть здесь прочности гораздо больше. Вот чем отличается темперированный от нетемперированного шоколада. Или Вот. же прикристаллизованная от неприкристаллизованной. Совершенно верно. И в данном видео вы смогли увидеть, как легко, быстро, без особых знаний затемперировать шоколад и разливать шоколадные плитки. Все, пока. Чао. Чао.